Когда мы говорим о решении двухсторонних проблем, мы чаще всего обращаемся к тем сюжетам, которые затрагивают компетенцию глав государств, Министерства иностранных дел. Сейчас активизировались диалоговые площадки на уровне парламентов России и Азербайджана. Но не стоит забывать, что есть еще один очень мощный ресурс, который, на мой взгляд, задействован в наших отношениях далеко не в полной мере. Это общественная дипломатия. Это те коммуникации, которые выстраиваются на уровне неправительственного сектора. Коммуникации, которые выстраиваются на уровне образовательных структур. И, что очень важно, на мой взгляд, молодежных организаций. Потому что за 20 лет в России и Азербайджане выросло поколение, которое, скажем так, не очень хорошо знает друг друга и не очень хорошо знает друг о друге. Многие россияне никогда не были на территории Азербайджана, да что говорить, по последним опросам 70%, например, тех же украинцев никогда не были на территории России. То есть возникают объективные процессы, в силу которых мы можем отдалиться друг от друга. И вот здесь как раз, на мой взгляд, задача компенсировать эти проблемные зоны, создать новое поле для сотрудничества, для взаимодействия в руках не только правящих элит, но и неправительственного сектора. Вот здесь сидит Сергей Михеев, директор Института Каспийского сотрудничества. Это как раз пример того, что российские НПО активно взаимодействуют с азербайджанскими партнерами в обсуждении и решении вопросов, связанных с будущим Каспия. И содействует сближению позиций Москвы и Баку в решении вопросов о том, каким быть Каспию в ближайшей перспективе. Здесь присутствует Исмаил Кишиев, который, помимо всего прочего, является генеральным директором информационного агентства «Вестник Кавказа». И то же самое, создание представительства в Баку, развитие информационных коммуникаций между российскими и азербайджанскими журналистами. Разве это не есть тот путь, который позволит в будущем решить те проблемы, о которых говорил мой уважаемый азербайджанский коллега? Я представляю политологический центр «Север-Юг», который уже на встречах с азербайджанской стороной презентовал общие доклады с участием и российских, и азербайджанских экспертов, касающихся и проблем сотрудничества Азербайджана с Евразийским интеграционным проектом, и вопросов экономического сотрудничества между двумя странами, как это было на прошлогоднем межрегиональном форуме, который проходил в городе Астрахани. Кто-то скажет, это малые дела, но ведь в России с 19 века как раз и верили в то, что теория малых дел может решать те вопросы, которые не в состоянии в силу каких-то объективных, геополитических причин оказываются не в состоянии решать власть, придержащие в наших странах. Или пока у них не получается выстраивать диалог в том формате, в котором это было необходимо для гражданских обществ России и Азербайджана. Поэтому, на мой взгляд, сейчас такой момент, когда публичная дипломатия, российские и азербайджанские фонды, работающие в общей сфере информационной, молодежной, гуманитарной политики, должны консолидировать свои усилия. Причем речь идет не просто о взаимодействии в формате проведения конференций, круглых столов, но о создании общих смыслов, подготовке стратегий, концептуальных докладов, которые бы затрагивали проблемы, допустим, развития молодежной политики или информационной политики России и Азербайджана, а шире и на Южном Кавказе, возможно, в перспективе. И это был бы продукт, в создании которого участвовали бы российские и азербайджанские эксперты. Примеры такого рода уже есть, но задача состоит в том, чтобы сделать их более масштабными, более, скажем так, устремленными не в наше прошлое, в котором много чего есть, приятного, неприятного, трагического, а в будущее. Потому что именно молодежь, именно те, кому сейчас 20-25 лет, это те люди, которые будут выстраивать фундамент российско-азербайджанских отношений на ближайшую перспективу. Поэтому акцент на общие, скажем так, не единую, а именно общие подходы в выработке молодежных коммуникаций, как сейчас, например, делают в России фонд Гейдара Алиева или такая организация, как АМОР. Мне кажется, в этом и есть решение тех вопросов, о которых
тревожится и, может, справедливо, безусловно, тревожится азербайджанская, да, и российская сторона. Проведение в Баку, например, школ. Если вот мы садим на площадке РИА Новости, да, школа журналистов, которые работают в сфере русскоязычной прессы, и Вестник Кавказа, и РИА Новости в этом направлении идет большая достаточно работа. Я думаю, что она тоже даст рано или поздно свои плоды. Поэтому, ну, наверное, у нас политологи делятся на, я имею в виду российскую сторону, на тех, кто занимается теоретической стороной вопроса, и тех, кто работает в полевых условиях. Вот мы трое, кто здесь сидит, это те, кто как раз работает, что называется, на месте. И поэтому, конечно, мы видим во многом проблемы наших отношений изнутри, как бы чувствуя их не только с российской, но и с азербайджанской стороны. Так вот, я скажу, нет ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить. Но задача заключается в том, чтобы вот к этому общему делу подключались не только власти, не только чиновники, не только управленческие структуры министерства и ведомства, но прежде всего журналисты, прежде всего эксперты, ученые, работники образовательной сферы. Тогда я думаю, что, ну, скажем, те препятствия, которые еще сдерживают импульс развития двусторонних отношений, они будут устранены. Конечно, бесспорно, отшумевшие 20 лет, они были неровные, были и взлеты, и падения, но самое главное, это было время притирки. И я думаю, что сейчас имеет смысл говорить о новом старте, что вот именно вот усилия, которые предпринимаются в разных сферах, и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в культурной сфере, бесспорно влияет на всю ситуативность здоровое начало в политическом диалоге между Москвой и Баку, и поэтому есть воля руководителей двух стран, правительств, значит, развивать сотрудничество на ближайшую перспективу. Но в данном случае, вы знаете, вот иногда создается двойственное впечатление, а вообще на каком уровне находятся наши отношения. Если, скажем, судить по инициативам наших официальных структур, исполнительных органов, гуманитарных организаций, тех же неправительственных организаций, конечно, бесспорно, благоприятнейшая ситуация, когда есть взаимопонимание, есть понимание вообще задач на предстоящее будущее. Но иногда в медийных ресурсах, иногда в экспертных кругах звучат не совсем, в общем-то, реалистичные и мысли, и отчеты. И думаешь, хорошо, с одной стороны, вроде бы все идет как бы налаженным образом, а с другой стороны, люди, которые формируют те самые общественные настроения, они как-то тянут весь процесс не в ту сторону. И получается такая вот парадоксальная ситуация. Знаете, в силу всех известных и неизвестных причин, естественно, в наших странах медийные средства, экспертные, так сказать, круги, они очень чутко, тщательно прослеживают все процессы, и выступления, и аналитические обзоры и так далее. Конечно же, в случаях, а такие случаи бывают очень часто, когда передергивают факты, создают какую-то искаженную картину вокруг азербайджанских реалий, в российских СМИ, в российских кругах, конечно же, все вот нужные, так сказать, ответы, комментарии, все вовремя как бы и звучат, и даются. Но вот, к сожалению, наши друзья, я бы сказал так, в российских кругах, которые прекрасно знают азербайджанскую действительность, которые прекрасно представляют наши, так сказать, наши взгляды на будущее наших отношений и так далее, они не очень, так сказать, активно вот в этом смысле высказывают свою точку зрения или, допустим, не вносят в ясность положение. Вы знаете, очень часто, вот в последнее время я сталкиваюсь с людьми, которые приезжают из России в Азербайджан, и они удивляются, что, вы знаете, говорят, мы совсем по-другому представляли. Ну, естественно, эти люди, которые, допустим, ожидали худшего, но вдруг увидели совершенно иную, так сказать, картину, иную, они, естественно, ориентировались или основывались на тех оценках, которые очень часто порой звучат, так сказать, в российских кругах, которые публикуются в российских СМИ. И поэтому вот хотелось бы, чтобы, говоря об общественных настроениях, то есть эту работу мы должны вести на всех площадках, когда, в общем-то, некоторые силы ангажируют каких-то сомнительных, так сказать, людей, сомнительные круги, чтобы как бы внести сумятицу в наши, так сказать, отношения, то есть поставить все с ног на голову и оставить в таком же положении. Конечно же, вот эта парадоксальная ситуация никак не может нас не беспокоить, мы на это обращаем внимание, мы вовремя, так сказать, реагируем на такую ситуацию. И хотелось бы, чтобы вот этот процесс имел бы, так сказать, двустороннюю, так сказать, скажем так, направленность, то есть не только в Азербайджане, то есть это еще и задача и
российских наших друзей, коллег, которые имеют прекрасные отношения с азербайджанскими коллегами, которые заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений. И чтобы в дальнейшем не было вот такой сумятицы, конечно же, нам нужно наращивать наши, так сказать, действия в информационном поле.